20 апреля, весеннее утро. Я на 5-й Эвеню в Манхэттене. Сегодня здесь проходит пасхальный парад шляп. Настроение праздничное. Вокруг весна и фантазия. Впереди нас ждет яркое зрелище. После торжественной мессы в церкви Святого Томаса прихожане выходят на улицу. Служители радостно приветствуют каждого. Я тоже подошла, пожала руку и сказала «Happy Easter». Звонят колокола, звучит легкая мелодия флейты. Люди улыбаются, обнимаются, поздравляют друг друга. Атмосфера, как весенний вихрь радости. Все вокруг оживает, будто начинается праздничное шествие света и доброты. Пасхальный парад шляп в Нью-Йорке зародился в 1870-х годах. После праздничной службы в соборе Святого Патрика модницы в нарядных шляпках гуляли по 5-й Эвеню, демонстрируя весенние обновки. К концу XIX века это стало светским событием. Думаю, тогда это был способ зажиточных горожан показать свой статус. А вот и сюрприз. Прямо на улице подтянутые, мускулистые ребята, которых обычно можно увидеть на Бродвее, устроили свое спортивное шоу здесь, на 5-й Эвеню. Они вызывают мужчин из толпы и с юмором под аплодисменты устраивают веселые соревнования. Настоящее уличное шоу, полное энергии и драйва. Мексиканские музыканты в ярких костюмах задают ритм празднику, наполняя воздух романтичными мелодиями. Люди приходят сюда не только полюбоваться нарядами, но и поднять себе настроение. И, конечно, сфотографироваться с теми, кто превращает этот парад в настоящее шоу фантазии. Сегодня пасхальный парад на 5-й Эвеню – это веселое неофициальное шествие без строгих правил. Участники приходят в самых фантастических шляпах, от изысканных цветочных композиций до юмористических инсталляций с кроликами, цыплятами и пирожными. Это праздник креативности, весны и хорошего настроения, который собирает всех, от младенцев до старожилов города. На парад приходят не только в шляпах, но и в костюмах. Все продумано до мелочей. Вот идет дама, держит поводок, а в кадре только ее ноги и собачка в розовой шубке. Похоже, хозяйка сегодня в роли ассистента у звезды подиума. Вот и звезда парада. Девушка в костюме вылупившегося цыпленка. Пушистый верх, а вместо юбки половинка яичной скорлупы. Весна, фантазия и чувство юмора – все при ней. Участники и зрители наслаждаются возможностью выразить себя и поделиться радостью с окружающими. Многие жители Манхэттена пришли на парад со своими любимцами и, конечно, не забыли нарядить их. Посмотрите, какие милые собачки, каждая как живая открытка к Пасхе. У девушки на груди розовое сердце с надписью «Какой-то кролик любит меня». Ну что ж, повезло ей с поклонником.
Женщина в голубом костюме с серьезным лицом. Ее стиль – никакой суеты, даже если ты кролик. Каких только шляп не увидишь, от хат-кутюр до шутки на голову. А сверху город наблюдает за этим модным безумием с высоты небоскребов. Мужчина без шляпы с табличкой «Пасхальные яйца нынче дорогие». Вот и вышел сам в образе. Такое количество улыбающихся лиц, открытых, добрых людей просто радует. Все с удовольствием фотографируются, делятся настроением. Что ни говори, но ни один парад не сравнится с этой атмосферой. Легкой, веселой и по-настоящему душевной. Веселый мужчина не стал заморачиваться со шляпой, просто надел на голову сумочку своей жены. Художница Джейн устроила на 5-й Эвеню коллективное творчество. Каждый мог добавить что-то свое. Я написала слово «любовь», и оно стало частью этой весенней композиции. Мы сейчас находимся в Нью-Йорке. Это Джейн, и это одна из ее картин. Сегодня мы собираем всех людей, которые проходят мимо, чтобы они добавили что-то в этой картине. И эта картина будет называться Communal Composition, но это можно найти на Инстаграме. Happy Easter! Happy Easter! Happy Easter. Thank you for painting. И, конечно, фото на память. Уличный кукольник устраивает настоящее шоу. Его герои танцуют под музыку, которую он сам поет и играет. Вот и лягушка пустилась в пляс, а рядом ей подыгрывает партнер. А самое веселое, он дает куклы детям, и те с восторгом приводят их в движение. Весна в Нью-Йорке, и она вдохновляет всех, даже лягушек на веревочках. Нет предела фантазии. На голове зайцы, гуси, собаки, похожие на зайцев, и даже стая лебедей из пуха. Целых 4, как живые. Шляпы здесь как театр. И кажется, сами птицы уже не понимают, кто тут настоящий. Именно этот парад вдохновил фильм «Easter Parade» с Джуди Гарленд и Фредом Астером. Да, киношная классика началась с улицы. Очень радует, что в параде участвуют и люди в возрасте. Они не только не стесняются, но и создают такие яркие образы, что запоминаются с первого взгляда. Великолепное вязаное платье. Каждый цветок связан вручную. Даже шляпа в цветочной теме. Наряд нелегкий, но эффект потрясающий. 3 ярких яйца в горошек. Кажется, они точно знают толк в моде. Шляпы в виде гофрированных пирамид просто, но со вкусом. Бумажный кутюр, так сказать. Зубная фея с плакатом «Не забудь почистить зубы» – лучшая вечерняя напоминалка. Пасхальный парад шляп в Нью-Йорке привлекал известных личностей и становился местом для ярких событий. Сальвадор Дали – знаменитый сюрреалистический художник, который в 1962 году появился на параде с лобстером на голове, добавив празднику долю сюрреализма. Настоящее ретро-чудо, карусель на голове, почти как волшебная. Кажется, еще миг, и ее лошадки пустятся вскачь. Халтай-болтай сидит на стене, прямо на голове, лишь бы не упал и не раскололся.
весенняя бабочка с розовыми крыльями и надписью «Happy Easter» охотно позирует для фото. Легкая, яркая, праздничная. У собора Святого Патрика кульминация парада. Огромное количество людей стекается именно сюда. Так было и раньше. После праздничной службы горожане неспешно прогуливались по 5-й Эвеню, показывая лучшие наряды. Сегодня традиция жива и все так же ярко и многолюдно. И, конечно, все заканчивается на ступеньках собора Святого Патрика. Здесь делается финальное фото. Милая девушка в белом платье и шляпке, словно барышня из XVIII века, грациозная, с нежным, почти фарфоровым лицом. Пасхальный парад шляп – это праздник, где нет границ между модой, фантазией и хорошим настроением. Тележка с надписью «Спринг» оформлена с фантазией. Внутри зайчики, игрушки и даже настоящие собачки в ушастых костюмах кроликов. Весна, креатив и капелька безумного очарования. Мужчина сделал свой головной убор из пластикового мусора. Это не просто шляпа, а протест против загрязнения планеты. Мода с посланием. Этот парад как глоток весенней радости. Он наполняет улицы Нью-Йорка смехом, фантазией и добром. Люди разных возрастов, национальностей, характеров объединяются в одном желании подарить друг другу улыбку. Я почувствовала, что это не просто праздник шляп, это праздник жизни, легкости и вдохновения. После такого невозможно не улыбаться. Хочется верить, мечтать и просто быть частью этого веселого весеннего чуда. Спасибо, Нью-Йорк, за это настроение. Меня зовут Виктория. Здесь очень много людей, но здесь очень много интересных дизайнов. Здесь есть такое, что ты даже не можешь представить. Но вот этот год, это первый раз мы сюда пришли и увидели всю красоту этого парада. Диана. Парад очень красочный, проходит каждую Пасху в воскресенье. Мы приходим уже второй раз, и я думаю, он создает очень такое радужное, солнечное настроение. И наряды не перестают удивлять. Я думаю, что это хорошая традиция, которая взяла далеко из старых времен, когда после Пасхи люди прогуливались в красивых нарядах. А сейчас это все интерпретировалось вот такое красочное шоу. Пасхой поздравляет девушка из Южной Африки, представительница народа Зулу. Hi, my name is Carrie Wazalowski. Девушка в ярком платье в желто-голубых тонах. Хотя по-украински она не говорит, но знает главное. Slava Ukraini. Peace for Ukraine. И говорит это с гордостью. Здравствуйте, мы специально приехали из Филадельфии на этот шикарный парад шляп. Мы вообще в восторге, это так красиво, просто нет слов. Некоторые образы – это не только креатив, но и манифест. Против загрязнения, за мир, за Украину, за все хорошее сразу. Если весна в Нью-Йорке имеет свое лицо, то оно в шляпе. Да все красивые, необыкновенно, много всяких цветов и радости, и шляпки какие-то просто сумасшедшие. Креатив просто фонтаном бьет. Всех поздравляем с праздником. Кто с воскрес? Воистину воскрес. Собор Святого Патрика – это классика, которая не стареет. Его готические шпили взлетают в небо, будто растворяясь в облаках.
Больше 100 лет он стоит в самом сердце города и до сих пор вдохновляет, удивляет и словно говорит: «Весна пришла, живи!» 3 часа, парад заканчивается, уже открыли движение по 5-й Эвеню. Спасибо, что смотрите мои фильмы. Подписывайтесь, впереди еще больше интересного.